Мечтали ли вы когда-нибудь посетить Южную Америку с ее пустынями и ледниками? А Патагония — это ли не мечта путешественника? Но что, если я скажу, что не нужно уезжать на другой конец света, чтобы пережить нечто подобное? Ведь у Европы есть своя агония, через которую мы проделали свое увлекательное путешествие. Хотите с нами? Тогда встречайте. Северный испанский край. Арагония. Пересекать Испанию нам предстояло на автомобиле марки MG. И все в ней было замечательно, кроме лимита на пробег в 2500 километров. Это означало, что если мы не хотим переплачивать, то должны строго придерживаться своего маршрута, который составлял чуть более 2000 километров. Получилось у нас это или нет, будет ясно в конце пути. Ну а мы поехали. Место, где мы остановились на ночь, уникально. Ведь это не просто отель, это целый монастырь. Да еще какой! Он настолько старый, что пока строился, вкус к архитектуре у людей менялся. И так получилось, что когда его основывали в конце 12 века, как раз заканчивалась эпоха романского стиля. Тогда были построены толстые стены с маленькими окнами и полукруглые арки, которые можно увидеть в коридорах, ведущим к кельям монахов. На нас, конечно, особое впечатление произвели окна, которые создавали такой мягкий, умиротворяющий свет. Знаете, что это? Нет, не бычий пузырь. Это листы алебастра, такая некая разновидность гипса. От готики же монастырь получил свои стрельчатые арки и витражи, которые я вам не покажу. А уже позднее, от эпохи Возрождения, этому месту досталась роскошная деревянная лестница у главного входа, по которой так и хотелось пройтись и послушать ее многовековой скрип. Сегодня это уже первоклассный отель со спа-зоной, музеем, барами и рестораном, в котором также подают завтраки. Кстати, о завтраках. Вообще я делю отели на те, в которых подают яйца на завтрак, в том или ином виде, и те, в которых есть лишь сухой паёк. Иными словами, отели с яйцами и отели без яиц. И этот отель оказался с яйцами. Подводя итог, сам отель уже является достопримечательностью. Здесь все пропитано историей, и вы живете прямо внутри всей этой красоты. Вообще в мире не так много мест, где вы можете расхаживать с бокалом вина, в халате и тапочках посреди такого роскошества. Обожаю селиться в подобных местах. Выбор отеля — это всегда компромисс. С одной стороны, если вы хотите посетить красивые места, то на отелях можно и сэкономить. Так да не так. Ведь то, где вы ели, спали, все это запомнится и создаст общую картину путешествия. Он может быть дешевым, он не обязательно должен быть дорогим, но в нем обязательно должна быть какая-нибудь фишечка. Одна приятная деталь, изюминка отеля. Поэтому я предлагаю
в каждом отеле находить какую-то приятную изюминку. Что касается этого места, изюминкой, как ни странно, является сам отель. Перед тем, как ехать в пустыню, неплохо было бы освежиться в парке, где освежались монахи. Почему мы вообще приехали сюда? Отель, конечно, оказался фантастическим, но главной достопримечательностью этого места является его парк прямо возле монастыря. В нем огромное количество зелени, бесчисленное множество каскадов, водопадов, при том, что находится он прямо посреди жаркого засушливого региона Испании, Арагона. На самом деле построили этот парк только в 19 веке, когда бывшее здание монастыря купила одна испанская семья, так что монахи здесь вряд ли отдыхали. Зато мы отдохнули здесь просто прекрасно. Я небольшой любитель водопадов, но этот парк с постоянными спусками, подъемами, красивыми прудами и мостиками через них, он так органично вписан в ландшафт, что, конечно, произвел на нас сильное впечатление. Но когда ближе к концу мы спустились в грот, это было похоже на путешествие к центру Земли, потому что мы оказались прямо внутри водопада. Дух, конечно, перехватило знатно. Вообще, пожалуй, если бы родиной импрессионизма была не Франция, а Испания, то об этом месте мы бы непременно узнали из множества их картин. Не думал я, что простой вроде бы парк вызовет столько приятных эмоций. Отличное начало путешествия. Я считаю, нужно нашей машине дать имя. Дай. Белокурая вмятина. Как оскорбительно вообще. Какие идеи-то вообще? Давай определимся, вообще женское должно быть или мужское. Почему женское? Не обязательно женское, в принципе, да. Я конечно, можно назвать грушенькой, если что, про Достоевского. Побитая жизнью. Пейзажи за окном становились все более засушливыми, а имя машине мы так и не дали. Впереди нас ждала пустыня. Подобно тому, как пустыня Атакама лежит у подножия Анд в Южной Америке, полупустыня Барденас-Реалес расположилась недалеко от Пиренеев. Здесь много разных маршрутов. Пустыню можно изучать под разными углами – пешком, на велосипеде или на машине. Самый известный круговой маршрут для машин занимает около 2 часов. Его мы и проехали. На сами скалы забираться нельзя, но вы можете сделать короткие остановки и прочувствовать пустыню, побродив у подножия образований. Много миллионов лет назад здесь было море. Но из-за движения литосферных плит, подъема суши и образования Пиренеев на севере страны, перемещение земной поверхности меняло направление рек и ограничило поступление воды в эти районы, из-за чего море со временем испарилось и оставило после себя лишь следы отложений. В основном почвы состоят здесь из глины, гипса и песчаника, которые были размыты водой и ветром. Собственно, они и создали эти удивительные формы, придающие этим местам очертания марсианской поверхности. Кстати, европейский Burning Man проводится где-то в одной из этих пустынь. Не конкретно в Барденасе,
где-то рядом. Красиво, конечно, здесь красиво. Если про монастырский парк я говорил в разрезе художников, то Барденас Реалис — это раздолье для кинематографистов. Я не смотрел «Игру престолов», и в наше время, пожалуй, трудно найти место, где бы она не снималась. Но да, и тут тоже. Вообще трудно себе вообразить, что всего несколько сот километров разделяют два настолько разных места. Зеленый парк у монастыря Пьедро и засушливый пыльный Барденас. Еще более потрясающим для нас стало то, что посетили мы их в один день. Пожалуй, трудно было бы желать лучшего начала путешествия. Вечер близился к завершению, и после очищения от пыли нашей безымянной подруги мы направились к следующему месту нашего пребывания – городку Ла-Гвардия. О самом городке, кроме того, что улицы старого города в нем почему-то были залиты бетоном, сказать особо нечего, ведь мы остановились здесь только чтобы переночевать. Правда, сразу же получили отель, в котором, глядя на некоторые детали, у любого перфекциониста тут же начинает дергаться глаз. Не поправить. Ладно, на самом деле в этих апартаментах главное — это цена, в которую входило также что-то подобие завтрака и близость к главным достопримечательностям этого региона. Так в каком же регионе мы оказались, спросите вы? Мы оказались в самом центре винной души Испании – Риохе. Здесь вы буквально пьете Испанию, чувствуя ее страстный характер в каждом глотке. Мы решили выбрать и осмотреть 3 разные винодельни, здесь их называют бодегами, а затем закупиться в каждой бодеге одной бутылочкой вина, примерно одной ценовой категории, после чего устроить их дегустацию и сравнение. Винодельни, где мы побывали, относительно молодые. Бодега Кампио, несмотря на классический внешний вид, была построена лишь в 1988 году. Именно здесь нам захотелось взять тур с дегустацией и узнать побольше об этом месте. Например, мы узнали, зачем у рядов винограда растут цветущие розы. Думаете, чтобы привлекать пчел? Просто дело в том, что розы более чувствительны к вредителям, а потому служат отличным индикатором состояния почвы и растений. Если заболели розы, значит нужно срочно принимать меры и в отношении виноградников. Если говорить о красных винах, включая розе, то всего здесь их производят 8 разных видов, около половины из которых мы попробовали, а наиболее понравившееся вино прикупили для дальнейшего сравнения. Вообще нам крупно повезло, так как в начале летнего сезона, в раннее утро, оказалось, что кроме нас больше никого не будет. В итоге мы получили индивидуальную экскурсию с гидом и прекрасное времяпрепровождение с вином. Меня, конечно, очень впечатлила экскурсия, особенно рассказы про архитектуру, как строилось это винодельня, это здание, как там все продумано, чтобы для вина создать самые лучшие условия, чем вдохновлялся архитектор, и как это вообще все связано с искусством. Очень вдохновляюще, на самом деле. Еще такой пакетик подарили, между прочим. Будем теперь ходить по магазинам за вином. Но пакетик этот вместе с самим вином мы благополучно в этом поле и оставили. Кто сказал, что классическое искусство производства вина не может быть современным? Бодега Исиус – отличный тому пример. В 2001 году ее построил знаменитый на весь мир архитектор Сантьяго Калатрава. И постройка эта действительно поражает. Очень уж органично она вписалась в ландшафт местных гор. В
Внутри, честно говоря, место оказалось пафосным и больше похожим на аттракцион для туристов. Поэтому, выполнив свою главную миссию и купив на пробу самое дешевое из всех вин за 30 евро, мы поскорее ретировались в последнем в нашем списке бодегу. Как и многие здешние винодельни, Торре де Онния была куплена крупной компанией. Произошло это в 1995 году. Место красивое и спокойное. В здешнем особняке, если вы являетесь членом их клуба, можно даже переночевать. Но мы лишь традиционно зашли за своим трофеем, так как тело уже двигалось к обеду. Пообедать мы решили буквально за углом, в местном ресторанчике, рекомендованном гидом Мишлен Хектору Арибе, который открыт лишь 2 часа в обеденное время, и где вы за 55 евро с человека получаете превосходное дегустационное меню. Ведь сюрприз-сюрприз, Риоха Алавеса, где мы оказались, это уже страна басков. А уж они, поверьте, в кухне разбираются как никто другой. Отличная возможность сделать перерыв от сухих перекусов автомобильного путешествия. Если будете посещать этот регион, это наш рекомендационес. Так как дальнейший наш путь лежал через горы, мы решили посетить городок Рианя, который как раз в предгорье и расположился. Ничего не напоминает? У Патагонии есть величественный и знаменитый парк Торрес дель Пайна. А у Арагонии есть Рианя. Город, вода и горы создают здесь уникальный пейзаж. Что может сделать этот вид еще более заманчивым? А как вам самые большие в Испании качели? Потрясающее место. Вообще красивая водяная гладь — это не озеро, а водохранилище. Здесь в свое время было затоплено 9 деревень, а жители переселили в другое место. В память об этом здесь выстроена тропа, которая называется Пасео де Рекуэрдо, что в переводе означает «тропа памяти». И возвели ее для того, чтобы помнить о тех деревнях, которые пострадали. И расположили стенды каждые 100 метров. И на каждом из стендов можно почитать об истории той или иной деревни. Что касается отеля, то в таком маленьком городе выбор был невелик. Однако главным, безусловно, здесь можно выделить утренний вид из окна. Эти горы прямо-таки манили нас к себе. И мы, конечно же, не преминули ринуться в их объятия. Нас ждал относительно короткий, но очень долгий путь по серпантинам в национальный парк Пикос де Европа. Название «Пики Европы» происходит от того, что суда, прибывающие из Америки в Европу, первым делом видели вершины этих величественных гор. Насладились этими видами и мы, благо в смотровых площадках дефицита не было. И рано или поздно мы добрались-таки до горной деревушки Пансебас, где за 50 евро забронировали маленький и дешевый отельчик. Изюминкой этого места можно назвать
близость тропы, которая начинается здесь прямо от дома. Ну и вид из окна, горы. Очень красиво. Рута дель Карес. Такое название носит одна из самых известнейших троп Северной Испании. И сразу дам вам несколько советов для прохождения этой тропы. Во-первых, так как маршрут очень популярный, не стоит идти в разгар летнего сезона, потому что кроме жары вы, вероятно, встретите здесь толпы людей. Во-вторых, так как маршрут этот не круговой, то выходить желательно рано с утра. В таком случае назад вы сможете забронировать обзорную поездку по горам на внедорожнике с остановками. Выезжают обратно они около 3 часов дня. Мы же, в свою очередь, начали свой поход лишь после обеда, поэтому весь путь длиной 12 километров туда и столько же обратно пришлось проделывать пешком. Вся тропа расположилась в живописном ущелье реки Карес, и хотя по большей части тропа очень пологая, за что, пожалуй, так популярна, с самого же начала идет резкий и не самый легкий подъем вверх, после преодоления которого всю оставшуюся тропу уже можно идти прогулочным шагом. Сегодня у нас день сложных эндорфинов. Получаем удовольствие от работы. Что первая часть тропы пройдена. Все время вверх и вверх. Ну ничего, бабушки и дедушки справлялись, и мы справились. Тем более, что дальше тропа была прекрасна, со своими туннельчиками и красивыми видами вокруг. Мы не заметили, как дошли до конца тропы, где нас ждал долгожданный привал, на который у нас были припасены традиционные местные продукты. Собственно, сидр, родиной которого и является эта местность, и сыр с голубой плесенью кабралес. Вдоволь насытившись, нас ждали те же 12 километров, что мы уже прошли, которые в обратную сторону, как известно, пролетают быстрее. Тропа, конечно, здесь красивая, но немножко однообразная. Вина не наливают, кушать не дают. В общем, вы поняли. Если рассматривать это как прогулку в одну сторону, по пологой тропе под звуки реки, это вполне приятное занятие. В оба конца, конечно, идти оказалось уже не так легко. Ну вот и все, мы наконец дошли. Мы дошли, мы сделали это. Прошло сколько? 10? 10 часов? Почему 10? 9? 8? Всего 13, 1, 8. 4 часа туда и 3 обратно. И еще там пауза. Всего 8 часов. 8 часов. 8 часов, и мы на месте. Пора отдыхать. На самом деле, интересное ощущение, что машина, путешествие вызывает у меня это чувство уже дома. На самом деле. Да. Наша касса. Белая. Касса. Белая касса. Касса белая. Касабланка. Касабланка. Белый дом. Все. Название для машины придумано. Наша Касабланочка. На нашей Касабланке мы отправились на самый север Испании, к Баскам, изучать побережье Бискайского залива, о котором я расскажу чуть позже. Найти жилье в этих местах довольно трудно, и наш выбор пал на ничем не примечательный город Мутрику. Здешний отель был оснащен полностью автономным заселением. Нужно лишь указать свою фамилию и количество желаемых ключей. Очень удобно. Порадовало также и наличие террасы, на которой одно из оставшихся 2 вин было предварительно опробовано. Нет, ну а что? Вы достигли берегов океана, самое время расслабиться, чтобы начать свой новый день у побережья.
Вообще флиш — это геологический термин. По сути, это такая гармошка из осадочных пород. Самая знаменитая часть тропы около флиша находится между городами Мутрику и Зумайей, но в общем-то эта красота здесь повсюду. Немного истории. Иберия когда-то была островом, находящимся на своей собственной тектонической плите. Эта плита, вращаясь, стала врезаться в евразийскую плиту, образовав тем самым Иберийский или Пиренейский полуостров. Когда плиты сходились, все осадочные породы на дне океана стали сжиматься и выходить наружу, образовав горы Пиренеи и Пиренейский полуостров. Здесь же можно увидеть срез Пиренеев, этакий каменный архив Земли. После таких красот трудно было вообразить, что совсем рядом, в 50 километрах отсюда, может быть место еще более величественное и волшебное. И в отличие от всех показанных ранее природных достопримечательностей, это место в гармонии с природой создал человек. Это город, о котором я не могу говорить без содрогания сердца. Он заслуживает по меньшей мере отдельного фильма. В Сан-Себастьяне мы уже в 3-й раз. В 1-й раз мы приезжали сюда на джазовый фестиваль. Во 2-й раз, будучи в свадебном путешествии. И вот в наш 3-й раз, когда мы посетили его лишь проездом, он впервые встретил нас хмурой погодой. И это была поистине проверка чувств, ведь хорошую погоду везде хорошо. Но переросла ли эта влюбленность в город в настоящую, зрелую любовь, как наша? Остановились мы уже в знакомом и полюбившемся нам отеле «Эзейза», который находится в спокойном районе города, чуть вдали от центра. Цены на жилье в Сан-Себастьяне пугают, но это, пожалуй, один из немногих отелей, где за вменяемые деньги вы можете получить вот это. Про этот город можно говорить бесконечно. Город разделяет река, по обеим сторонам которой возвышается изысканная архитектура. Создается полное ощущение, что вы находитесь в Париже из ваших снов, где сам Париж переместился на берега Рио-де-Жанейро. Сан-Себастьян – это и гастрономический центр всей Испании. Мишленовских ресторанов здесь больше, чем супермаркетов. А баскская выпечка – ох! Да только ради этого хочется после смерти, если я все же был хорошим человеком, попасть не в рай, а в Сан-Себастьян. Обязательно отведайте здесь баскского пирога. Хрустящая корочка и заварной крем внутри. Объедение. Ну и, конечно, знаменитые закуски страны басков – пинчос. Когда мы впервые посещали Сан-Себастьян, то обходили эти шумные бары с гигантскими ценниками стороной. Но спустя почти 10 лет, благодаря упорному труду и инфляции в нашей родной стране, теперь эти изысканные закусочки были нам вполне по зубам. Да и кроме того, погода в этот раз сама предопределила наши планы. В итоге мы решили устроить так называемый пинчо-марафон. Мы заходили в разные бары и брали там приглянувшиеся нам пинчосы. Хорошо? Но вино лучше. У настоящего мужчины должна быть своя любимая еда, своя любимая женщина
и любимый город. Для меня таким является Сан-Себастьян. В этом городе все элегантно и гармонично. И, честно говоря, есть еще миллион вещей, о которых хотелось бы рассказать. О пушистиках, главном дереве города, их крепких извилистых стволах, которые способны противостоять соленым штормам Атлантики и в то же время радовать людей своим изяществом и красивым розовым цветением. О кованых оградках с повторяющимся орнаментом природы, разбросанных по всему городу. Даже о потайных туалетах, затерянных в парке. Даже туалеты здесь органично вписаны. И так сразу не заприметишь. Собственно, вот мы пришли. Туалеты находятся внизу. Гармонию города дополняет и джазовый фестиваль, органично встроенный в городское пространство, и свистуны баски, наполняющих это пространство жизнью. Все это непременно нужно прочувствовать вам самим, посетив это чудесное место. Для меня, в конце концов, этот город поэзии и гармонии, где человек и природа совместными усилиями выступили архитекторами всей этой красоты и сотворили поистине волшебный город. Пожалуй, лучшим символом этой гармонии служит скульптура Эдуарда Чиллида на окраине города, где огромные якоря скрепки крепко вцепились в могущество и непоколебимость природы, став единым целым и образовав совершенно невиданный доселе пейзаж. Дыхание ветра и пульс океана здесь подобно времени в своей бесконечности. Именно в этом месте можно побродить и поразмыслить о смысле жизни и понять, что если действительно любишь, то никакие вода и ветер этому не помеха. Распрощавшись с любимым городом, мы двинулись к последней достопримечательности нашего пути – в Пиренеи, а если быть точным, в городок Торла-Ордеса. Там нас ждали уютные и недорогие горные апартаменты с гостеприимными хозяевами и вкусной едой. Мы наконец-то добрались до настоящих гор. Мы в Пиренеях. Для того, чтобы поход в город для городского жителя был комфортным, важно помнить, что кроме спортивных вещей и обуви, вам понадобится достаточное количество воды, еды, кепка, защищающая вас прежде всего от солнца, и если вас ждут крутые склоны, простой посох будет очень кстати. Изучая тропы, было решено пройти Фа-Харакун, и если будут силы, взглянуть на отросток от этой тропы, то Саль-де-Мойо, на который рекомендовалось идти со скалолазным оборудованием. Обычно мы довольно хорошо изучаем карту, но в этот раз решили пренебречь этим правилом, так как маршрут круговой и сложности возникнуть было не должно, да и хотелось уже немного отдохнуть от постоянной подготовки и планирования. Дорога вела свое начало через красивейший лес, где высота набиралась поначалу довольно плавно, а затем все подъемы становились все круче и круче. И вскоре нам уже показались вершины гор. Мы вышли на открытое пространство. Затем наша дорога поворачивала, и нам открылся, как мы поняли, тот самый отросточек сложного пути. Мы решили, что пока есть силы, будет интересно на него посмотреть. Свернули немножко на другую дорожку посложнее. Называется Тазаль-де-Мольо, как-то так. Посмотрим, что нас ждет впереди, насколько сложно. Даже интересно, сможем мы преодолеть? Как ты думаешь? Посмотрим. Сколько сможем, столько пройдем. Вы видите здесь тропу? А она есть. Дальше тропа представляла из себя груду огромных камней и скал. Что-то вроде лестницы для великана, по которой нам, маленьким человечкам, нужно было карабкаться. Забравшись, перед нами открылся феноменальный каньон. После чего тропу стало еще труднее увидеть, и мы пошли по некому подобию тропинки, повернув налево,
где с одной стороны у нас был обрыв, а с другой скала, покрытая острейшими колючками. А затем и вовсе нам стали попадаться огромные валуны и поваленные деревья, которые нужно было то и дело огибать над обрывом. В какой-то момент мы перестали понимать, где тропинка, и уперлись в довольно непроходимые места. Еще и занозу посадили. Я думаю, экстрима на сегодня хватит. Возвращаемся обратно. Поднимите дерево, пожалуйста. Оно же не привязано корнями. Не поднимите дерево, пожалуйста. Ты странный очень. Пока мы спускались, откуда-то сверху появились ребята со скалолазным оборудованием, спросили, все ли у нас в порядке, и пошли дальше. Мы же, не забравшись на гребень горы, пошли по ее середине, традиционно любуясь красотами, обнимая деревья и встречая всякую живность по пути. Шли прямо и прямо, пока не уперлись в водопад, откуда спустились опять через лес к подножию горы. А я все никак не мог понять, откуда спустились те скалолазы, и как их оборудование могло помочь в этих зарослях колючек над обрывом, где нет никаких крюков или веревок у скал. Пока, вернувшись домой, мы не посмотрели карту и не поняли, что мы тогда отошли от тропы и реально пошли лазать по диким необорудованным местам, отчего, конечно, еще раз бросило в холод. Мне захотелось непременно вернуться на эту тропу и еще раз пройти ее уже правильно, поверху, и увидев еще больше красоты. На этот же раз пищей нам послужила вовсе не красота, а адреналин. Именно с такими сильными эмоциями заканчивалась активная часть нашего путешествия. Окончательной точкой нашего путешествия стали апартаменты в пригороде Барселоны, Сант-Йоренс. Последний вечер перед отлетом нам хотелось провести в красивом месте с видом на виноградники. Но эта вилла предоставила даже больше – приватный спа. Это было именно то, что нужно после такого большого путешествия, особенно когда под конец погода стала уже совсем портиться. На самом деле, в такую погоду совсем не лишнее погреться. Ну вот и подошло к концу наше путешествие. Мы смогли увидеть Испанию во всем ее многообразии, смогли посмотреть и пустыни, и водопады, и красивые города, и горы. Всю дорогу с нами путешествовало 3 разных вина, но доехать смогли только 2, причем одно из них полупустое. И сегодня мы будем пробовать 2 из них, а третье мы уже попробовали в Бодеге и будем вспоминать его в своих мыслях. Итак, пробуем вино Finca Martella от Torre de Oña. Ягодный аромат и приятное послевкусие. Finca Martella – приятное вино для приятной компании. Вино Исиус. Красивая архитектура. Красивая архитектура. Архитектура у здания была красивая. Ну и третье вино от Бодеги Кампильо. 57 оно называлось. Собственно, вот оно. Давайте попробуем.
Нотки ванили, шоколада, черной смородины. Это я не прочитал, это я попробовал. Это самое серьезное, пожалуй, будет вино, и оно сегодня выигрывает. Если вам нужно пойти в серьезную компанию, посидеть на деловом ужине, то вино 57 от Бодеги Кампильо наш выбор. Я надеюсь, что наше путешествие обязательно кого-то вдохновит. И мой вам совет – всегда планируйте путешествия. Ведь случайности обязательно вас настигнут сами. А все, что вы сможете спланировать, это пройдет на ура. Так должно было завершиться наше приключение. Но это видео было бы неполным, если бы я не рассказал, что с нами случилось дальше. Нас только что ограбили, один чемодан забрали, собственно мой. Украли. Вот. Грустно, обидно. Но главное, не украли нас, не украли меня и мою жену. Я могу рассказать просто тоже, чтобы люди знали, чего избегать. Расскажу, как это происходит. Я была одна возле машины и собиралась вытаскивать вещи из багажника, то есть багажник был открыт. В это время ко мне подошел какой-то мужчина с совершенно таким вопросом уместным, как платить по билету парковочному. Пока я начала машину отвечать, идет. Дальше к нам подошел полицейский, и мы стали уже ему рассказывать эту историю. В общем, пока один отвлекал, второй за пару секунд вытащил чемодан из багажника и растворился в неизвестном направлении. А происходило все так. Мы подъехали к шлагбауму, где стояло 2 ряда машин, и уже там начала происходить путаница у людей. Какой-то аппарат выдавал талон, но шлагбаум не открывался, какой-то открывался, но сам по себе, без талона. В итоге мы заехали на парковку возврата машин, где тут же стоят мини-офисы прокатных фирм. Здесь создается полное ощущение, что ты на охраняемой территории, с камерами и пропусками, где можешь спокойно достать вещи из багажника и сдать ключи. Но на самом деле мошенники легко заезжают за вами, караулят и крадут ваши вещи. Тот полицейский сказал, что грабители сразу едут в город и тут же продают украденное. То есть, получается, на парковке нет ни камер, ни пропусков, ни даже предупреждений. В аэропорту постоянно напоминают не оставлять вещи без присмотра. А здесь тишина. В общем, я не хочу додумывать, выводы делайте сами. Я же хочу просто вас предостеречь. Будьте бдительны. Сколько бы вещей мы не потеряли, главное это эмоции. Пережитые эмоции, их не заменит ничто. Так что мы все равно довольны, счастливы. Вот. А вещи можно купить новые. Тут можно было бы погрузиться в грусть и уныние. Но на самом деле, с первой секунды новости о краже, и уж тем более спустя час после, внутри меня кипела радость. Чистая, необузданная радость. Радость от того, что самое главное осталось нетронутым. Наши воспоминания, техника, камеры — все в целости и сохранности. И итогом этого стала возможность создать это видео. Как однажды сказал мой хороший друг,
Если ты этого не снял, значит этого не было. Возможно, эта фраза не всегда универсальна, но разве не поэтому люди стремятся запечатлеть чуть ли не все мгновения своей жизни? Это наш способ оставить отпечаток в вечности, сохранить не только картинку, но и саму душу момента. Сегодня я делюсь с вами своим отпечатком воспоминанием, которое стало частью моего пути. Пусть оно вдохновит вас открывать мир и искать свои невероятные истории. Highs and lows, highs and lows.